Не самый элегантный прыжок на кровать, но да ладно. Всем привет, меня зовут Элис Чуприс, вы скорее всего это знаете, потому что это название канала. Сегодняшнее видео — это видео ответа на ваши вопросы, которые вы задали мне в инстаграме. Что? Да, это было 1 079 лет назад. One debt to society later. Но отвечая на них только сейчас, я их не читала специально, чтобы сейчас прочитать в первый раз вместе с вами и дать эти эмоции в первый раз. Перед тем, как ответить на ваши вопросы, я бы хотела сделать небольшой анонс. Недавно я провела небольшой опрос в инстаграме, где вы мне сказали, что вы были бы не против, если бы я вела свои блоги на английском языке, что супер-дупер круто, я очень вам благодарна за это, спасибо большое, ура! Потому что я чувствую себя мега странно, когда я говорю на русском языке, и вокруг меня никто не понимает. Блоги отныне будут 50 на 50, на русском, на английском. Когда я буду говорить на английском... О, ребята, я выключила кондиционер, чтобы было не так шумно, и я уже начинаю потеть. Когда я буду говорить на английском, вы можете включать русские субтитры, чтобы было проще понимать. Today's video will be also half in Russian, half in English, because I have questions in English. Anyway, let's start. Let's get it started, because it's been a long part of me just talking and not answering any question, and it's super boring. So, are you planning to continue modeling as your lifetime career? No. Like, no way, because I honestly hate modeling. I think it's a very toxic environment and I have so many insecurities after that, after being in this career for like 2 years now. I always compare myself with other people, with other models. I think that I'm not good enough, I think that I'm not beautiful enough. For now, it's just a really great opportunity for me to travel, to see the world, and like to meet other people, to get this incredible experience, because sometimes it's really fun, sometimes some shootings are very, very creative, and yeah, it's amazing. But I hope that I will find a new job or new passion, something that will bring me money. Actually, money will be nice. Money, opportunity to travel, also opportunity to meet new people, all the stuff that modeling used to bring to me. You are the best. Thank you. You too. Love you. Чем... Вот так примерно всегда происходит мое переключение с русского на английский, я извиняюсь. Чем ты планируешь заниматься после моделинга? Господи, как же я не люблю этот вопрос, потому что планировать сейчас ничего не получается. Я вроде как уже говорила о том, что до того, как я стала моделью, я училась на журналиста 4 года, и в принципе я очень люблю эту профессию, во мне все еще живет этот журналист, и мне все еще очень нравится все, что связано с этой профессией, мне нравится узнавать информацию, мне нравится общаться с людьми, мне нравится это анализировать, мне нравится выдавать это в массы, мне очень это все нравится, поэтому я бы хотела как-нибудь связать свою жизнь с журналистикой, но пока я не знаю, в какой стране, пока я не знаю, где, как это будет, пока что я просто плыву по течению и делаю то, что я делаю. Что надо впервые писать модельному агентству, когда хочешь стать моделью? Это хороший вопрос, потому что меня смотрит очень много начинающих моделей, всем привет. Но я никогда не писала модельному агентству, и я без понятия, что обычно ты ему пишешь, потому что меня заскаутили. Меня заскаутили сначала в инстаграме, а потом мой друг Федя, привет, Федя, ты артист, подходи в инстаграм. Но исходя из того, что я слышала из моего опыта и что имеет смысл, ты пишешь: привет, здравствуйте, меня зовут та-та-та-та, мой возраст та-та-та-та, мои параметры, бла-бла-бла-бла-бла, мой опыт, если его нету, то не будем об этом писать, вот мои снэпы, я хотела бы с вами сотрудничать или хотел бы. Если у тебя есть какое-то портфолио в минимальной фотосъемке, можешь их тоже прикрепить. How's the Philippines so far based on your experience? So far it's been amazing, but I've been in the Philippines for like 3 weeks, and I guess it's really early to make any conclusions. When I just arrived, me and Tim and his family, we all went on the trip to the islands here. It was amazing, and so far Filipino people are very, very kind and very, very open and very, very nice. And yeah, so far I'm very excited to explore this country, to explore Manila, because now I'm based in Manila, to start working here properly as a model, because here I also have an agency, New Monarch, the same as Tim's. But it's something completely new, and I've never been to the country similar to this, so let's see how it goes. How did you and Tim met? It's a very nice question, but unfortunately I will not answer it now, because I have the whole video Q&A with me and Tim answering
this kind of questions. So one day I will remember in which corner you guys can click and watch this video. There we answered how did we meet, all the awkward moments in our relationship, what our parents think about our relationship, our first impression of each other. So yeah, it's actually a very nice video. Go watch it somewhere here. It's actually a lot of questions in English. How long you've been staying here in Manila and until up to? I'm a fan, by the way. You and team both great. Aww, thank you. Usually team's fans actually hate me, so I appreciate messages like this. Thank you guys. Yeah, as I said, I've been to Manila for 3 weeks or around it, and I'm not sure for how long I'm staying here. Let's see, because life is unpredictable, but so far me and team, we are planning to stay here until September. But no one knows. Как не сойти с ума, когда парень по определенным причинам далеко? Это ты прямо обратилась по адресу, потому что я состою в отношениях на расстоянии, и я знаю, что это супер-дупер тяжело. Но максимальный срок того, когда я не видела Тима в наших отношениях, был 4 месяца, когда я была в Китае, и это было ужасно, потому что разница во времени была 7 часов, он был в Европе, я была в Азии, и, как мы все знаем, в Китае нет интернета, точнее он есть, но он работает только с VPN. Поэтому приходилось очень сильно мучиться. Я работала там каждый день, работала допоздна, и я, как правило, была супер-дупер заколебанная, стараясь не ругаться матом в своих видео. Было очень тяжело созваниваться по вечерам с плохой связью, то есть я буквально видела его каждый день в пикселях, потому что просто в квадратах, или не видела вообще, потому что мы говорили fuck it, и мы просто разговаривали по аудиосвязи, или вообще не разговаривали, потому что это было практически невозможно с этим ужасным интернетом. Мой главный совет всем девочкам: неважно, отношения на расстоянии или это обычные отношения, будь полноценной, живи свою жизнь, потому что ты у себя одна. О да, очень штампованная фраза, но это правда. Пойди в спортзал, занимайся своим телом, делай маски для лица, встречайся с подругами, езди куда-нибудь, делай что-то, учи языки, будь классной чекуней. Вау, слово 2009-го. Вау, Элис, вау. Так ты не сойдешь с ума, потому что тебе не нужен кто-то, чтобы чувствовать себя классно. Я не знаю, как это по-другому объяснить. Конечно, я все равно скучала по Тиму. Конечно, он все равно мой самый лучший друг. И самый лучший парень на планете, я его безумно люблю. Но у меня еще всегда есть второй лучший друг. Я, как бы очень крипово и странно это не звучало, но да, я сама свой самый лучший друг. И даже если у меня нету Тима рядом со мной, потому что он в другой стране, у меня есть я. И я неплохо умею сама себя развлекать и жить классно свою жизнь, независимо от того, кто вокруг меня. Посоветуй книги, фильмы или что-то иное, что произвело на тебя впечатление. Книги Compound Effect. Compound Effect. I'm not sure what's the name in Russian because I read it in English. Because I read books in English, they are original in English. This is how I improve my language skills. Но да, книга о том, как рутина, которую ты делаешь каждый день, твоя каждодневная рутина влияет на большой результат. То есть какие-то маленькие шажочки в итоге приводят тебя к твоей какой-то большой цели, которая изначально казалась невозможной. Про влияние маленьких вещей на большие цели. Я не уверена, как правильно описать эту книгу, но эта книга произвела на меня огромное впечатление, и она очень сильно повлияла на мою жизнь, и до сих пор влияет, и я до сих пор использую многие принципы, которым меня научила эта книга, поэтому да, Compound Effect, очень советую. Книга «Секрет». Да, я прочитала книгу «Секрет», и да, я, как и все инфлюенсеры, ее советую. А еще я только что назвала себя инфлюенсером. Не знаю, что это было, простите. Да, книга «Секрет» учит тебя, как правильно мыслить. Заряжала меня просто какой-то невероятной энергией, когда я была на карантине в Китае, потому что она перестроила тип моего мышления. Она как будто сказала, что все в этой жизни возможно. Go for it, just do it, just, you know, понимаете? Короче, если вы прям хотите зарядиться энергией, вдохновиться, что-то делать и прям пойти свергать горы, она крутая. Фильмы. Все, что приходит мне сейчас в голову, это только то, что мне сейчас невероятно жарко, потому что на дворе где-то 40 градусов, а у меня не работает кондиционер. Но если мы говорим про фильмы, то фильм «Я начало». Я уверена, что многие его смотрели. Фильм про реинкарнацию, про перевоплощение. Я не очень хочу его спойлерить. Но если вы хотите что-то посмотреть и по какой-то причине вы не смотрели «Я начало», посмотрите. Мои любимые фильмы, я не знаю, рассказывала я вам уже или нет, «Философ» и «Урок выживания». Я обожаю саундтреки оттуда, просто каждый раз вау. «Анна. Совершенное оружие». Совершенно два разных фильма, вообще супер-дупер разные, но тоже классные, так что посмотрите.
Сначала посмотрите все мои видео на YouTube, а потом посмотрите эти фильмы. Расскажи про дайвинг и про Филиппины в целом. Оу, про дайвинг. Кто не знает, я теперь официальный дайвер. Я получила лицензию на дайвинг. Это было супер-дупер тяжело, но я это сделала. Я это сделала за 3 дня. Когда я приехала сюда на Филиппины, буквально на следующий день я, Тим и вся его семья поехали на острова. Я никогда в жизни даже просто не открывала глаза под водой, чтобы вы понимали. Поэтому, когда Тим мне сказал: «Эй, я собираюсь получить лицензию на дайвинг, погнали со мной», я очень сильно сомневалась. Потому что, чтобы вы понимали, мое оправдание в детстве, когда мне было 3 или 4, когда я научилась говорить, почему я не люблю мыться, мое оправдание было, потому что вода мокрая. Справедливо, да, но понимаете, да, мое отношение с водой с самого детства не очень хорошее. Anyway, вот мне приходит opportunity, простите, забываю уже русский, боже, шанс получить лицензию на дайвинг. И я такая: ну, я не знаю, ну, давайте попробуем. И, в общем, я надеваю супер липкий, супер обтягивающий дайвинг-костюм. Я надеваю все это мега тяжелое оборудование, вот этот баллон с воздухом, который, я не знаю, сколько он весит, но ты не можешь стоять особенно ровно. Ты реально вешаешь себе камни на талию, потому что тебе нужно, чтобы ты весил больше. И чувствуется это очень странно, потому что ты буквально вешаешь себе булыжники и идешь под воду, немножко противоречивые, испытываешь эмоции от этого. Anyway, чтобы вы понимали, эти камни весили 4 килограмма. Далее, первое занятие было в маленьком бассейне, где, в принципе, я могла даже стоять на ногах. Но с самой первой секунды, как только я опустилась под воду с этой штукой, через которую ты дышишь, у меня был стресс. Я изначально сражалась с вот этим чувством, что тебе нужно дышать через рот, что на тебе очень много всего, что тебе тяжело двигаться и что ты зависишь вот от этого вот проводочка и всего вообще, что на тебе прикреплено. Я такая: что-то как-то, я не знаю, сделаю я это или нет. В общем, причина, почему я все-таки передумала и решила это сделать, это потому, что у меня есть очень сильный дух конкуренции. Я никогда не знала, что он у меня такой сильный есть, пока у меня не появились первые отношения. Короче, с момента того, как у меня появились парни в моей жизни, я все время меряю с ними яйцами. Я понимаю, что звучит это, наверное, грубо и пошло, но это правда. Мне все время нужно быть как минимум на уровне с моими парнями. У меня их было не так много, но... Интересный факт, у меня их было всего 3. Тим 3. Ну так вот, я всегда стараюсь быть не хуже своих парней, не хуже, лучше идти дальше или как минимум на уровне. Поэтому мне, кстати, было всегда тяжело найти партнера, потому что мне нужен кто-то, кто будет всегда немножко лучше меня, чтобы я такая: в смысле? Я тоже так могу. И таким образом я двигаюсь вперед, добиваюсь чего-то, чего, наверное, я бы даже никогда не подумала добиться. Например, лицензии на дайвинг. Anyway, одно из упражнений было снять маску под водой. Для меня это было сразу типа: нет. В смысле вы говорите, что это не больно? Когда я плаваю, как лягушечка в море, и мне попадает капля в глаз, мне больно. В смысле вы хотите сказать, что я открою свои глаза под водой, и мне будет не больно? Ребята, there is no way it's true. Но в наших отношениях мы супер-дупер честны с друг другом, и если бы Тим сказал: да, it hurts, я бы этого не делала, потому что я знаю, что будет больно. Но он сказал мне: просто попробуй, я обещаю тебе, что это не больно, что ты реально сможешь открыть глаза и все будет ок. И я это сделала, и я охерела, у меня как будто открылась суперсила. Ребята, для меня открыть глаза под водой и что-то видеть, супер размыто, но все равно видеть, было как будто у меня открылась новая суперспособность, и теперь я русалка из H2O. Это был первый страгл, первая борьба, с которой я столкнулась. Потом в океане тебе нужно было снять все эти камни, тебе нужно было снять весь этот рюкзак, весь этот баллон с водой, все вот это вот оборудование тебе нужно было снять под водой. Как минимум мы делали все эти упражнения на уровне 5-8 метров под водой уже в океане, и нужно было это все снять, а потом надеть обратно. Ребята, ну я не Тим, то есть у меня нет столько мышц, и я не... Ну, короче, что? Я это сделала, ребята, я это сделала. Всем привет. Мы сдавали теорию, и мы сдавали практику. Вот это все, что я вам сейчас рассказывала, это были практические экзамены. Один из экзаменов был достать изо рта вот эту штуку, через которую ты дышишь, и вставить ее обратно. И вот ты находишься в глубине 10 метров или 8 метров, или вот whatever метров в океане, и тебе говорят: достать эту штуку изо рта и вставь ее обратно. И у меня просто в голове не укладывалось, типа, в смысле? Когда я вставлю ее обратно, мне нужно открыть рот, и туда захлынет вода. Нет? Они такие: нет. Нет. Ребята, я не знаю, как это работает, но реально вода не попала мне в рот каким-то образом. Потом нужно было достать свою штуку изо рта и вставить штуку Тима в рот. Вы же понимаете, да, что я все еще говорю про дыхательный аппарат
вы понимаете. Миллиарды раз Тим видел меня, когда я снимала вот так вот маску. У меня в носу, во рту была соленая вода, мне было супер плохо, я просто сморкалась, как последний дед на улице, вот так вот. Сопала в соплях. Это было просто невероятно. У меня еще была какая-то морская болезнь, мне было супер плохо, у меня проблемы с сердцем. Скоро вы узнаете во влоге, выйдет, что у меня был инцидент в Камбодже, и я попала в больницу, но об этом в новом влоге, который выйдет, наверное, после этого видео. В общем, да, про мой дайвинг, про сердечный приступ, про все узнаете чуть позже, а пока давайте отвечать на следующие вопросы. Насколько у меня красное лицо? Мне супер жарко, ребята, я просто истекаю потом. Кстати, моя камера тоже пишет, что она перегрелась. Я, кстати, не уверена, возможно, я выпущу 2 видео с ответами на вопросы, потому что я понимаю, что оно какое-то получается супер-дупер длинное. Думаете, оно супер-дупер длинное? Сколько оно уже идет? О, 40 минут! Are you fucking kidding me? Да, давайте мы закончим на всякий случай это видео. А на остальную половину вопросов я отвечу в другом видео, потому что я слишком много говорю. Никто не будет смотреть меня так долго, поэтому... Спасибо, что смотрели это видео, спасибо, что задаете мне вопросы. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, лайки. До встречи в следующем видео, где я буду продолжать отвечать на вопросы.